Все считают его слабаком, но оказывается, что у него самая сильная способность в классе. В этом мире, где элиту с суперспособностями называют талантливыми, его обучают сражаться с монстрами, которых называют врагами человечества. Накадзима держит свою способность в секрете, потому что боится ее, но однажды он использует ее, чтобы дать отпор хулиганам в классе. И обнаруживает, что может лишать других людей их способностей. После этого в классе меняется баланс сил, и в школе начинается хаос. 50 лет назад на Землю обрушилась трагедия в виде монстров, которых называли врагами человечества. Эти монстры сеяли хаос по всему миру, безжалостно убив более 10 миллионов человек. Человечество выиграло войну против врагов с помощью людей со сверхспособностями, которых называли талантливыми, и мир наконец-то был восстановлен. Накадзима Нана родился как разочарование для своей богатой и одаренной семьи. Но когда его строгий отец узнал, что у него есть суперспособность, он приказал Нанакиме поступить в закрытую школу на пустынном острове, которая служит тренировочной базой для талантливых подростков, и стать их лидером. Но это было легче сказать, чем сделать, потому что у Нанакимы, очевидно, не было особых способностей, и все в классе издевались над ним. Вскоре в академию перевелись два новых ученика, в том числе Нана Хираджи, девушка, которая может читать мысли, но она недостаточно умна, чтобы понимать, что происходит вокруг. Есть еще один ученик, который только что поступил в школу, это угрюмый и загадочный парень по имени Кея, который отказывается рассказывать кому-либо о своей способности. Накаджима садится рядом с Наной, которая считает его слабаком и неудачником без каких-либо талантов. Она читает его мысли и узнает, что все в классе издеваются над ним. Накаджима пытается это отрицать, но тут к нему подходит один из хулиганов и начинает дразнить его на глазах у Наны. Она заступается за него. После этого она разговаривает с Накаджимой и говорит, что хочет с ним подружиться, потому что он кажется хорошим парнем. Вскоре учитель, который оказывается просто очкариком по имени Аарон Йитер, просит добровольцев стать старостой класса. Два главных задиры в классе, Фат и Кори, являются главными претендентами на эту должность, но Нана без его согласия выдвигает кандидатуру Макадзимы, говоря, что у него самое чистое сердце в классе. Макадзима отказывается бороться за эту должность, но Нана продолжает уговаривать его и просит показать ей остров. Он водит ее по острову, а потом приводит на утес, где она спрашивает, в чем его талант. Он отвечает, что в этом нет ничего особенного, но он держит это в секрете, потому что слышал слухи о том, что на остров проникли враги человечества, и считает, что сила Наны может помочь их найти. Они решают вернуться в свои комнаты, но перед тем, как попрощаться с Накаджимой, Нана все равно уговаривает его стать старостой класса, но он говорит ей не вести себя, как его отец. Нана читает его мысли и понимает, что у него проблемы с отцом, и он хочет получить его одобрение, но это его злит. На следующий день Накаджима не участвует в конкурсе, и толстяк сражается с Кори за место старосты класса. Они сражаются друг с другом, используя свои способности к огню и льду, но силы у них равны. Однако Кори использует свою способность замораживать, чтобы заморозить ногу Фетти и обездвижить его. Все поздравляют его, но Фетти слишком зол и запускает огромный огненный шар в Кори. Все убегают, но Нана не успевает, и видя, что ей грозит опасность, Накаджима бросается к ней и использует свой талант, чтобы огненный шар исчез. Когда Нана спрашивает его, как он это сделал, он нервно отвечает, что у него есть способность нейтрализовать чужие таланты. Она поражена и обнимает его, а все остальные видят в нем героя и лидера. В тот вечер Макадзима и Нана снова приходят на утес, и она рада, что его выбрали старостой класса. Он тоже рад, что у него есть такая подруга, как она, но вдруг Нана сталкивает его с утеса, и он спасается, цепляясь за веревку. Она говорит ему угрожающим тоном, что у нее нет способности читать его мысли, но она использовала свои навыки наблюдения и пришла к правильным выводам, как Шерлок Холмс. Накаджима в шоке, когда Нана говорит ему, что такие люди, как он, настоящие враги человечества, и поэтому их нужно уничтожить. Он в ужасе падает в море, когда его руки соскальзывают. Нана молится, чтобы он умер, потому что ее приложение показывает, что если он выживет, то убьет более миллиона человек. Оказывается, 50 лет назад врагом человечества, который сеял разрушение по всему миру, был не инопланетянин и не монстр. Это была всего лишь первая группа людей со сверхъестественными способностями, которые вступили в конфликт с людьми и местными властями и в итоге разрушили их города. Вскоре таких людей стало появляться все больше по всему миру, и это привело к большой катастрофе. Правительства пытались набирать талантливых людей в свои армии, чтобы сражаться с ними, но это тоже не принесло успеха. И в конце концов они победили, используя традиционные методы ведения войны. Мир был восстановлен, но люди со сверхспособностями продолжали рождаться. Поэтому страны придумали хитрый способ изолировать их на отдаленных островах под предлогом обучения и отрезать их от мира. Когда талантливые люди были изолированы на островах, туда были отправлены секретные агенты, такие как Нана, чтобы разобраться с ними. Она была секретным агентом японского правительства, и ее задачей было тайно убивать талантливых студентов на острове, чтобы они никогда никому не навредили. Сейчас Нана находится на уроке физкультуры, где ученики тренируются ходить по бревну над прудом. Пока толстяк пристает
идет к ней с вопросами о том, почему Накадзима не пришел в школу, она замечает, что Кори мгновенно замораживает пруд, потому что не хочет тренироваться. Она выбирает его в качестве второй цели и во время обеденного перерыва расспрашивает его, чтобы узнать секрет его силы. Ее внимание отвлекается, когда она видит, как толстяк дерется с кем-то, но как только он собирается ударить его, время внезапно останавливается. Толстяк не бьет мальчика. Вместо этого его бьет мальчик по имени Йохэй, потому что он мешал ему спокойно есть. Нана ошеломлена и пытается понять, что произошло. Кори говорит ей, что у Йохая есть способность останавливать время, и он самый сильный ученик в их классе. Нана выясняет, что с его способностями Йохай может убить более 800 человек и решает разобраться с ним в первую очередь. Она присоединяется к нему за обедом, а потом пытается пролить на него воду. Но в мгновение ока она понимает, что Йохай не только не запыхался, но и крепко держит стакан, а вода, которую она почти пролила на него, даже не намочила его одежду. Именно это она и хотела проверить, и она заставляет Йохая признаться, что его способность возвращаться в прошлое. Вместо того, чтобы нервничать из-за того, что его секрет раскрыли, Йохай воодушевляется и хочет объединить усилия с Наной, чтобы они могли избавить мир от бедности и предрассудков, изменив прошлое. Она думает, что он такой же сумасшедший, как и сильный, но если он воспользуется своими способностями и увидит ее злые дела, у нее будут проблемы. И она даже не сможет убить его обычными способами, потому что он просто вернется в прошлое. В этот момент на место происшествия приходит Кея и просит Йохая вернуться в прошлое, чтобы расследовать исчезновение Накадзима. Нана в ужасе, когда слышит это, и предполагает, что Накадзима просто взял отгул. Кея отвечает, что он пытался постучать в дверь, но никто не ответил. Он продолжает гладить ее по волосам и задает вопросы о Накадзима. Она в ужасе и почти замирает каждый раз, когда он приближается к раскрытию ее секрета, но потом просит его перестать трогать ее волосы. Кея отказывается, говоря, что ее волосы напоминают ему о его младшей сестре. Затем Нана пытается контролировать ситуацию и говорит о слухах о том, что в школу проникли враги человечества. Сразу после этого она начинает вести себя так, будто боится Кею, и говорит, что слышала что-то незнакомое и пугающее в его голосе. Ее поведение убеждает Яхея, который подозревает Кею, и он спрашивает, зачем тот искал Накадзиму. Кея отвечает, что Накадзима показался ему интересным, и он хотел с ним подружиться. Кея уходит, но теперь Йохей настороженно к нему относится и просит Нану помочь ему выяснить, куда пропал Накадзима. Хотя она рискует, что ее план раскроют, у нее нет выбора, кроме как пойти с ним. Сначала они идут в общежитие, где Йохей возвращается в прошлое и возвращается оттуда уставшим. Нана узнает, что путешествия во времени физически изнурительны, и Йохей не может путешествовать дальше, чем на день. Кроме того, если кто-то явно видит его в прошлом, он вынужден вернуться в настоящее. Он снова отправляется в прошлое и видит, что Накадзима и Нана пошли к обрыву, и решает не идти за ними. Йори снова отправляется в прошлое, когда добирается до обрыва, и, вернувшись, говорит Наня, что видел, как они флиртовали друг с другом. Но она заметила его, и он вернулся. Йохей уверен, что Нана и Накадзима разошлись после свидания, но она знает, что это неправда. Ее память была стерта, и после того, как она увидела Яхея и он исчез, она решила убить Накадзиму. Она рада, что он больше ее не подозревает, и они решают на этом закончить. Однако ночью Нана заманивает Яхея в свою комнату и просит о помощи. Она утверждает, что Накаджиму на самом деле съел враг человечества, но раньше она ему об этом не говорила, потому что не доверяла. Нана ведет его в лес и просит спасти Накаджиму от съедения. Она плачет, демонстрируя свои актерские способности, и наивный Йохей поддается на это. Он возвращается в прошлое, и Нана уверена, что он не вернется. Она насыпала землю на замерзшее озеро и знала, что Йохей телепортируется в то же место, когда отправится в прошлое. Но озеро замерзло только сегодня утром, а вчера оно было еще водным. Йори не умеет плавать, и он утонет, когда вернется в прошлое. Нана предполагает, что он уже мертв, и утром, когда Кори заморозил озеро, никто не смог бы найти тело Йои. Ее идеальное преступление совершено, и она рада, что избавилась от кого-то с такими ужасающими способностями. С другой стороны, Кея подозревает, что на острове происходит что-то подозрительное, и он тайно это расследует. Он находит обрывок веревки на скале и замечает что-то блестящее внизу, поэтому прыгает за этим. Он возвращается в класс промокшим, с водорослями на голове, а Нана пытается впечатлить учеников своим талантом к чтению мыслей. Он может рассказать, что она только что поняла о Кори, используя навыки Шерлока Холмса. Нана знает, что Кью самый опасный человек в классе из-за его острого ума и выбирает его следующей целью. Она приглашает его пообедать вместе, но он игнорирует ее, поэтому она решает следить за ним. Она видит, как Кея покупает молоко в автомате, а потом заходит в складское помещение. Как только он уходит, Нана пробирается на склад и узнает, что Кея подогревал молоко для бездомной кошки. Она думает, что несмотря на его высокомерный вид, он добрый парень. Она подходит к
к нему и говорит, что у него на голове водоросли, и он пользуется этим шансом, чтобы пригласить ее к себе в комнату. Она идет с ним, потому что это может дать ей представление о его характере, но она поражена, когда видит, что его комната заставлена книгами и коллекционными предметами, и думает, что он мог бы выиграть всемирный чемпионат по ботаничеству. Чоя просто предложил ей стать его другом и поиграть с ней в старые видеоигры. Мана понимает, что он не только не умеет общаться, но даже не знает простых слов, которые используют все, и она совсем его не понимает. Вскоре она спрашивает, почему он интересуется Накадзимой, и Кея отвечает, что несколько лет назад его сестра тоже приехала на этот остров, а потом бесследно исчезла. Он считает, что исчезновение Накадзимы похоже на то, что случилось с его сестрой, и ему интересно, связаны ли они. Кея жалуется, что школу, похоже, даже не волнует исчезновение, и несмотря на то, что правительство говорит, что это тренировочный лагерь, это просто сборище суперсильных детей, которые развлекаются в месте, где нет закона. Нана уходит из его комнаты, когда начинает темнеть, но тут Кея вдруг достает из кармана часы Накадзимы. Нана не знает, что сказать, и удивляется, как они у него оказались, но он просто просит ее тихо следовать за ним. Кея отводит ее к обрыву и начинает расспрашивать, что она делала в тот вечер, когда пропал Накадзима. Она утверждает, что они были здесь, но потом оба пошли в свои комнаты. Однако у Кеи есть предположение, что Накадзима не покидал это место, а его кто-то столкнул. Он оставил свои часы, чтобы сообщить о своем убийстве, и Кея хочет это выяснить. Он также хочет сообщить об этом руководству школы, но Нана пытается его отговорить. Она боится, что его догадка верна, и это плохо для нее. Она пытается сменить тему, спрашивая его о его таланте, и Кея просит ее найти его, прочитав его мысли. Нана говорит, что он ведет себя странно, но он отвечает, что это потому, что он подозревает ее. Он уходит, предупреждая Нану, что на остров, возможно, проник враг человечества, поэтому ей нужно быть осторожной и полагаться на своих друзей. Когда Нана возвращается в свою комнату, она пытается узнать больше о Кее, но почти ничего не находит. В своем отчете она запросила данные о талантливых учениках, зачисленных в школу. Комитет предоставил ей все, что у них было, но предупредил, что способности талантливых учеников могут меняться по мере их взросления, и ей придется самой выяснить их истинные способности. Нана думает, что раз Кея смог прыгнуть в море и выбраться оттуда, значит, у него сверхчеловеческие способности. И она планирует устроить ловушку, чтобы заставить его использовать свою силу. На следующий день Нана и Кея идут к Эрину с очками и рассказывают ему о предполагаемом убийстве Накадзима, просят его сообщить об этом его родителям. Эрин паникует, говорит, что они не могут свободно общаться с внешним миром и запрещает им рассказывать об этом студентам, чтобы не вызвать панику. Нана понимает, что учитель не в курсе ее плана, и даже если он попытается связаться со своим начальством, это бесполезно. Позже в тот же день Кея, как обычно, идет покормить бездомную кошку, но обнаруживает, что ее нет в кладовке. Он начинает думать о том, кто стоит за исчезновением Накадзима, и приходит к выводу, что если это убийца, то у него есть преимущество перед ними. Но у Наны есть кошка, и она следит за ним, потому что тоже уверена, что у нее есть преимущество перед Кеей. Из наблюдений за его комнатой она поняла, что Кея очень следит за своей гигиеной, но не может понять, когда что-то испортилось или плохо пахнет. Она решила, что он не чувствует запахов, и поэтому наполнила кладовку газом. Ее ловушка сработала, и как только Кея включил плиту, комната наполнилась газом и произошел взрыв. Нана бежит туда, чтобы посмотреть, умер ли Кея или она заставила его использовать свой дар. Она находит его обгоревшее тело и говорит, что позовет на помощь, но когда она убегает, он хватает ее за ногу. Нана пугается, но Кея начинает задавать ей вопросы о том, как она оказалась здесь и как узнала его, даже когда он был сильно обожжен. Он продолжает задавать ей серьезные вопросы, а его раны начинают затягиваться, и Нана в шоке наблюдает за его исцелением. Кея встает и спрашивает ее, не может ли она прочитать его мысли и узнать, что он непобедим. Он говорит Нане, что его сила тоже имеет предел, и сейчас он очень усердно об этом думает, чтобы она смогла прочитать его мысли и узнать об этом. Нана напугана его поведением, но улыбается и делает вид, что понимает. Однако теперь ее желание убить его стало еще сильнее. На следующий день Толстяк и Кори пристают к Кее, думая, что это он устроил пожар. Но он говорит им, что на него напал враг, который также стоит за исчезновением Накадзимы и Йоуэ. Нана слышит их разговор и понимает, что он действительно представляет для нее самую большую опасность. В этот момент в класс входят две девушки и читают вслух любовное письмо, адресованное девушке по имени Микуру. Микуру смущается, но потом замечает, что у Наны поцарапана нога, и лечит ее своей способностью, и все мальчики надеются, что тоже поранятся, чтобы получить такое лечение. Нана благодарит ее, но позже узнает, что Микуру убила 150 человек, хотя у нее есть способность исцелять. Она подходит к Микуру, которая ждет прекрасного принца, отправившего ей письмо, и говорит, что никто не придет.
Она указывает на двух хулиганок, прячущихся в кустах, и говорит, что они хотели разыграть ее. Но она узнала правду, прочитав их мысли. Девушки убегают, а Мичиро очень расстроена и плачет. Нана пользуется этим, чтобы сблизиться с ней, и приглашает ее на обед, но не знает, что Кия наблюдает за ней. Проведя целый день в обществе Микуру, которая с жаром рассказывала ей о своих способностях, Нана узнала, что она может исцелять все, к чему прикасается языком. Она даже может исцелить саму себя, поэтому Манна решила напасть на нее сзади и достала гарпун. Когда она вышла из комнаты, то увидела Кьюэя, который сказал, что пришел охранять ее на случай нападения врагов, ведь она его подруга. Манна притворилась, что испугалась, и вернулась в свою комнату, чтобы включить музыку погромче. Кайоа заподозрил неладное и выглянул в окно, решив, что она попытается сбежать через окно, спрятавшись за громкой музыкой. Он заметил, что Нана убегает, и последовал за ней. Но она добежала до комнаты Микуру и отвлекла ее. Когда ничего не подозревающая девушка повернулась к ней спиной, Нана бросилась на нее и громко закричала, выдав свое местоположение. Он подумал, что это Нана напала на Микуру и ворвался в ее комнату, но там он с удивлением обнаружил, что Нана ранена в спину, а Микуру пытается ее исцелить. Микуру сказала, что невидимый враг человечества напал на них сзади, и Нана спасла ее. Теория Чоя о том, что Нана убийца, была опровергнута, и он больше не мог ее подозревать. Она хотела сбить его с толку, а потом использовать тот факт, что она защитила Микуру от врага, чтобы стать старостой класса и подчинить себе школу. На следующий день класс собрался, и все беспокоились о Нане. Она сказала им, что Накадзима тоже мертв. Но никому не было дела до такого неудачника, и они хотели выбрать нового старосту класса. Фетти и Кори снова начинают спорить, но Нана разыгрывает карту сочувствия и плачет, потому что не смогла помочь Макадзиме. Чтобы подбодрить ее, Микуру предлагает сделать Нану старостой, раз уж она спасла ей жизнь. Фетти и Кори не против, и Нана сразу же становится веселой, ведь она теперь представитель класса. Кея еще больше сомневается в ней из-за внезапной перемены в ее настроении, но после школы он снова извиняется перед ней. Однако он напоминает ей, что на нее напало что-то вроде отвертки или гарпуна, и она удивляется, почему враг человечества использует такое слабое оружие. Нана снова замирает от страха и понимает, что ей нужно сменить оружие. Ночью она готовит смертельный яд, чтобы проверить, подействует ли он на непобедимого Кею. Она подходит к общежитию, но какой-то панк по имени Хата останавливает ее у ворот и говорит, что может предсказать будущее. Нана в шоке и чуть не писается от страха, думая, что он ее раскусил. Хата показывает ей фотографию, на которой она душит его, и спрашивает, зачем она хочет его убить. Нана нервничает и внимательно рассматривает фотографию, на которой она душит его в 10 вечера в кладовке, но потом отвечает, что понятия не имеет, о чем он говорит. Хённа приглашает ее на ужин, чтобы поговорить об этом, и ведет в столовую. Он стучит в дверь, и даже когда Нана говорит ему, что буфетчица должно быть спит, он настаивает, что видел, как открылась столовая. Конечно же, она открывается, и буфетчица принимает их заказ. Пока они ждут еду, Хета рассказывает Нане историю из своего детства. Однажды ему приснилось, что он получит 0 на экзамене, поэтому он усердно готовился, но в день экзамена он заболел и все равно получил 0. В тот день он понял, что судьба неизбежна, и полностью изменил свой характер и образ жизни. Затем он показывает Нане другую фотографию, где у нее на голове тарелка с лапшой, и говорит, что это скоро произойдет. Она не верит ему, но все равно просит официантку поменять заказ, чтобы этого не случилось. Но официантка поскальзывается на мокром полу, и лапша оказывается на голове Наны в том же положении, что и на фотографии Хеты. Он рад, что будущее, которое он предсказал, не изменить, и снова требует, чтобы Нана сказала ему, почему она его убивает. Она настаивает, что это какая-то ошибка, но тогда Хетта достает фотографию, на которой она сталкивает Накадзима со скалы, и спрашивает, это тоже ошибка. Нана замирает от страха, понимая, что ее разоблачили еще до сегодняшнего дня. Хетта объясняет, что сделал этот снимок в тот день, когда она приехала сюда, но никому не рассказал, потому что это все равно должно было произойти. Нана все больше пугается, но он продолжает говорить о том, что новый лидер – серийный убийца. Он смеется, говоря, что никогда не видел на острове ни одного изображения врага человечества, о котором все говорят, и все убийства можно приписать ей. Нана изо всех сил старается вести себя невинно и обещает сделать все, что он скажет, если он поможет ей обелить свое имя. Именно этого ждал Хада, и он попросил ее стать его девушкой. Он привел ее в свою грязную комнату и заставил делать ему массаж, при этом говоря, что бесполезно бороться с неизбежным будущим. Но он может использовать свои знания, чтобы шантажировать ее. Хада говорит Нане, что пока не наступит время, указанное на фотографии, он точно будет жить,
но даже после этого они не знают, умрет он или выживет. Нана хочет уйти из его вонючей комнаты, но он кричит на нее, что шантажирует ее. У нее нет выбора, кроме как быть его девушкой и делать все, что он говорит. Хада спит, положив руку на фотоаппарат, который делает снимки его пророческих снов. Нана не спит и смотрит на фотографии, одна из которых ее очень пугает, поэтому она прячет ее. Затем она крадет фотоаппарат, чтобы проверить его, и обнаруживает, что он не обладает никакой особой силой. Но она полна решимости найти способ обойти предсказания Хаты и изменить свою судьбу. На следующее утро, когда Хата просыпается, Нана притворяется испуганной. Он заставляет ее убраться в комнате, а потом пугает ее, говоря, что каждую ночь ему снится ровно 5 снов, но сегодня только 4 фотографии. Нана нервничает, когда слышит это, и Хада сразу же обыскивает ее и находит фотографию. На ней она задушенная и, вероятно, мертвая. Нана начинает плакать и говорит, что спрятала фотографию, потому что не хотела, чтобы он неправильно ее понял. Но Хада не обращает на это внимания и думает, что она убьет его, когда он уснет. Ему плевать на логику, но Нана пытается убедить его, что не причинит ему вреда. Она предлагает ему прийти в назначенное место, показать фотографию на часах, и если ничего не произойдет, он должен будет ей поверить. Ханна соглашается и идет в ванную, но Нана решает убить его прямо сейчас. Она достает отравленный шприц, но слышит голоса снаружи и отказывается от своего плана. Ночью Нана ждет Ханну в кладовке, пока та проверяет, что число потенциальных жертв превышает 500. Нана достает шприц, но он выскальзывает у нее из рук, и прежде чем она успевает его поймать, туда заходит Хёда. Он садится на скамейку, и Нана сразу же бросается душить его скакалкой. Сцена в точности такая, как на фотографии, но Хёда говорит, что это все выдумки, и показывает Нане, что он держал скакалку в руке, и выглядело так, будто его душат. Теперь он уверен, что она хотела его убить, и бьет ее кулаком. Он сверху говорит, что пришло время исполнить предсказание о ее смерти, но Нана останавливает его, когда он пытается напасть на нее. Хада вдруг чувствует себя беспомощным, а Нана встает и приводит себя в порядок, говоря, что судьба на ее стороне. Когда он повалил ее на землю, она упала прямо рядом со шприцем и в последний момент напала на него. Она говорит ему, что он скоро умрет, но он не верит и кричит, что это она должна умереть, согласно его предсказанию. Они начинают спорить о том, что судьба неизбежна. Но Нана объясняет, что фотография, на которой ее душат, не из его предсказаний, а обычное селфи, которое она сделала, чтобы его обмануть. Нана показывает ему настоящую фотографию с предсказанием, и в этот момент включается свет. Киоа и Микуру заходят в кладовку, и Нана прячет фотографию за спину, а Хадат умирает, как и было предсказано на фотографии. Она понимает, что теперь настоящая опасность подступает к ней, и думает, как убедить их, что она не виновата. Хьюа и Микуру в шоке, но Нана притворяется испуганной и просит подругу спасти Хаду. Микуру пытается его вылечить, но уже слишком поздно. Хьюа объясняет, что Микуру волновалась, потому что ее не было в комнате, и они выяснили, что Хадат утверждал, что у них с ней отношения. Мама продолжает притворяться, что плачет, но Киоа достает фотографию, говоря, что это было одно из предсказаний Хадада. Нана думает, что ей конец, но оказывается, что это ее селфи. Она видит луч надежды и, узнав, что они не видели других фотографий, когда спешили ей на помощь, решает, что сможет выкрутиться и выйти сухой из воды. Она утверждает, что Хайдер показал ей фотографии, на которых его атакуют враги человечества, и попросил ее помочь ему. После этого он пытался шантажировать ее непристойными фотографиями и привел ее сюда, чтобы напасть на нее. Нана уверена, что если Киоа джентльмен, то он не станет искать другие фотографии, боясь, что может найти что-то неприличное. Но он больше сосредоточен на месте убийства. Он предполагает, что Хада напал на Нану, и она убила его в целях самообороны, но Нана отвергает эту теорию. Мичиру предполагает, что это могло быть какое-то заболевание, но Нана утверждает, что за убийством стоял враг человечества, и она слышала его голос, но Кея не верит ей. Тем не менее, он позволяет Нане уйти первой, пока Микуру пытается провести еще какие-то эксперименты с телом Хады. Нана идет в комнату Хады, чтобы убрать все фотографии, но Кея идет за ней. Он уверяет ее, что его не интересуют ее непристойные фотографии, и он здесь, чтобы узнать, есть ли какая-то информация о смерти Хады или его болезни. Он не находит ничего, что указывало бы на болезнь Хады, а затем достает фотографию задушенной Манны и спрашивает, почему это не сбылось. Кея утверждает, что Хада всегда хвастался, что его предсказания всегда сбываются, и Нана отвечает, что люди могут изменить свое будущее упорным трудом, и он склонен ей верить. Однако он находит еще одну ошибку на фотографии и указывает, что на шее Манны была двойная петля, а у убийцы не было на это времени. Ха считает, что это не предсказание, а селфи, и Манна паникует, что он нашел ее самую маленькую ошибку. Она в спешке выбегает из комнаты, а Кея сожалеет, что не успел посмотреть другие фотографии. Нана возвращается в свою комнату, где проверяет все фотографии и обнаруживает, что одной не хватает. Она сразу понимает, где это может быть, и ее охватывает паника. Она идет прямо в кладовку, где Микуру пыталась оживить Хаду, развивая ее способности. Но у нее ничего не получилось, и тогда она заметила кое-что на его теле и нашла фотографию, на которой Нана сталкивает Накадзиму со скалы. Прежде чем Микуру
успела что-то понять, Нана вошла в комнату и с жуткой улыбкой спросила, не видела ли она чего-нибудь. Нана думает, что если Микуру спрячет фотографию, то она настроена враждебно и подозревает ее. В таком случае она сразу же убьет ее, но Микуру без раздумий отдает ей фотографию и спрашивает, что это значит. Мана говорит, что Хада не всегда мог видеть будущее, и в последнее время его способности ослабевали. Она убеждает Мичиру, что фотография была не предсказанием, а всего лишь одним из снов Хады, потому что он ревновал, что она была близка с Накадзимой. Она просит ее никому не рассказывать об этом, и Мичиру с радостью соглашается. Организуются похороны Хады, и там Нана узнает, что Микуру пыталась развить свои способности, чтобы вернуть его к жизни. Нана говорит ей, чтобы она не использовала свои способности безрассудно, потому что даже исцеление кого-то сокращает ее собственную жизнь. Она утверждает, что если бы Мичиру погибла, пытаясь кого-то воскресить, ей было бы очень грустно. Мичиру тронута, но Нана просто пытается помешать развитию ее способностей. Суо и Кью подходят к ней и объявляют о своем намерении провести вскрытие Хаты, так как считают его смерть подозрительной. Нана нервничает, что он узнает ее секрет, поэтому изо всех сил пытается остановить его и выводит из комнаты. Она пытается его успокоить и просит не нагнетать панику, но Кьюэ уверен, что тот, кто убил Хату и устроил взрыв, чтобы его убрать. Нана не может его переубедить, и Кьюэ игнорирует ее слова и возвращается на похороны, все еще настаивая на проведении вскрытия. Нана пытается его остановить и просит других студентов помочь ей, но он все равно подходит к гробу. Внезапно гроб открывается сам по себе, и Хата встает из него как зомби. Все в ужасе, но оказывается, что другой студент по имени Шинджи использовал свои способности некроманта, чтобы оживить тело Хаты. Он утверждает, что в вскрытии нет необходимости, потому что он может рассказать, как Хата умер. Все нервничают, но девушка Шинджи, Юка, пытается всех убедить, что он неплохой парень, просто у него есть необычные способности. Мана оказывается в затруднительном положении и начинает действовать. Она утверждает, что слышит голос души Хаты, и он кричит от боли, когда его оживляют. Все сочувствуют ему и просят Шинджи снова упокоить их одноклассника. Кьюэ тоже не может возразить, и дело заканчивается тем, что Хата снова лежит в гробу. Но теперь Нана собирается разобраться с некромантом, потому что он может легко найти доказательства и свидетелей. На следующий день она спрашивает Юку, почему Шинджи не ходит в школу. Юка отвечает, что он довольно замкнутый, и начинает его нахваливать. Ночью Нана следит за ней и видит, как она встречается с Шинджи. Она планировала убить их обоих, но Кея тоже был там, и он сказал, что патрулирует территорию, потому что считает, что Синдзи станет следующей жертвой серийного убийцы. Синдзи заметил их и был недоволен, что они прервали его свидание. Кея предупредил его, что убийца на свободе, и Синдзи ушел, не обращая внимания на его слова. Юка сказала, что Синдзи один из самых смелых людей, которых она знает, и начала рассказывать историю из их детства. Однажды они пошли в кино, и в здании начался пожар. Синдзи остался, чтобы дать остальным возможность спастись, но сам оказался в ловушке. Юка бросилась его спасать и обнаружила, что у нее есть суперспособности, как у Халка. Она добавила, что шрамы на руках Синдзи появились, когда он спасал других. На следующий день Нана притворилась больной и попросила Микиру отвезти ее в медпункт. Там она воспользовалась случаем, чтобы пробраться в общежитие мальчиков, отравила спящего Синдзи и сказала, что скоро к нему придет его девушка. Когда она вернулась в медпункт, то увидела, что в могиле застрял кот. В это время Кея заметил, что она пропала, и, естественно, спросил ее лучшую подругу Микиру. Она отвела его в медпункт, где они обнаружили, что Мана пропала. Она вдруг появилась за окном и попросила о помощи. Она позвала Кею, Микиру и Юку, чтобы спасти кота, несмотря на то, что это могло сорвать ее план. Она попросила Юку убрать бетонную плиту, чтобы спасти кота, но та сказала, что у нее аллергия на кошек, и она не может использовать свои способности из-за этого. Кея предложил приманить кота кошачьей едой, и его догадка оказалась верной. Поскольку Микки Рико спас котенка, Нана благодарит его за помощь, но теперь она еще больше запуталась в том, может ли кошачий спаситель быть серийным убийцей. Той ночью Нана пробирается в комнату Юки, чтобы убить ее, но прежде чем она успевает это сделать, кто-то нападает на нее сзади и связывает. Юка просыпается и говорит Наню, что видела все глазами Шинджи, который сейчас ее держит. Нана понимает, что Юка солгала о своих способностях. Она была некромантом, а у Шинджи была сила надежды, но он не был по-настоящему живым. Юка включает свет и начинает рассказывать о своей истории любви, и в конце концов находит отравленную иглу, которую только что уронила Нана. Она направляет иглу на нее, но не причиняет ей вреда, потому что хочет закончить свой рассказ. Юка говорит, что Шинджи погиб, спасая людей во время пожара, и она была убита горем. Поэтому она использовала свои силы, чтобы он никогда не умер, и теперь он всегда рядом с ней. На похоронах Хаты она управляла его телом, но это было сделано только для того, чтобы показать Шинджи как героя. Она добавляет, что может использовать силы всех мертвых людей, которыми она управляет, и поэтому иногда может использовать суперсилу Шинджи. Нана понимает, что имеет дело с психопаткой-некромантом. Шинджи был просто зомби, и он слышал и видел, как она пыталась его убить. Юка утверждает, что они собирались быстро с ней разобраться, но поскольку она спасла котенка, они дали ей еще один шанс, и она снова оказалась убийцей. Она забирает у Наны шкатулку с иглами для яда, говоря, что всегда знала, что на острове что-то не так,
но ей было все равно, пока она жила со своим парнем. Теперь она подозревает, что Нана стоит за убийством всех одноклассников и угрожает рассказать об этом всем. Нана в шоке, но это заставляет ее показать свое истинное лицо. Она улыбается и говорит, что убила их, но по крайней мере позволила им упокоиться с миром и не превратила их в своих кукол. Юка не поддается на ее насмешки, но у Наны есть другой способ вывести ее из себя. Она говорит, что расскажет всем правду о том, что она воскрешает Синдзи, и все поверят ей, а не некромантке, которая силой воскрешает мертвых. Юка загнана в угол, но Нана знает, что без своих игл она ничего не сможет сделать, поэтому предлагает сотрудничество. Она обещает сохранить их секреты и даже пощадить их жизни. Когда это не убеждает Юку, Нана говорит, что может читать мысли мертвых, и прямо сейчас расскажет, что Синдзи хочет ей сказать. Она отпускает Юку. Юка, безнадежный романтик, верит ей, отпускает Синдзи. Мана делает вид, что читает его мысли, но убегает. Юка хочет пойти за ней, но Синдзи останавливает ее, говоря, что они должны просто убить ее, а потом она сможет использовать свои силы, чтобы читать мысли. Юка соглашается с его предложением и готовится сразиться с Наной, которая уже ждет их снаружи. Она заманивает их, чтобы они пошли за ней, так как она хочет узнать секреты силы Юки и победить ее. Но настоящая проблема в том, что у Юки есть суперсила. Она вдруг вспоминает, что видела у Юки под кроватью ожерелье Хаты и решает, что ей нужно что-то, принадлежащее мертвецу, чтобы управлять им. Нана пытается проверить свою теорию и говорит Юке, что знает, что кулон, который она носит, принадлежит Синдзи, и если она заберет его, то лишит Юку силы. Юка пытается найти Нану в темноте, но не может. Через несколько мгновений Нана набрасывается на нее, пытаясь сорвать кулон. Но Юка зовет Синдзи на помощь. Нана отталкивает ее и убегает в страхе, но ее преследователи, как ни странно, легко ее находят. Сделав перерыв, она вдруг замечает, что на нее нападает другой зомби и понимает, что ее окружают другие зомби. Юка говорит, что благодаря своей способности она всегда знала, что на острове много трупов, и сейчас она управляет ими. Некоторые из них были талантливыми учениками, а другие – учителями, но все они погибли ужасной смертью. Юка использует силу одного из учеников, у которого было ночное зрение, чтобы найти свою цель в темноте. Нана нервничает, когда узнает об этом, и задается вопросом, не из-за ли агента, который был здесь раньше, на острове появились трупы. Ей любопытно, но у нее нет времени думать об этом, поэтому она убегает, чтобы спасти свою жизнь. Она прячется в разрушенном доме и придумывает план, как победить Юку. Она никогда не видела Синдзи днем, и даже в его комнате было очень темно. Нана считает, что солнечный свет может остановить некромантию. Если она продержится до рассвета, у нее будет шанс победить. Она пытается забаррикадировать дверь в дом, но Юка и ее армия зомби быстро ее находит. Нана прячется в доме и подначивает их напасть на нее, но Юка знает, что это ловушка. К счастью для Наны, солнце встает, и зомби падают, как будто у них выдернули шнур питания. Юка глупо признается, что это ее слабость, и запирает Нану снаружи, говоря, что вернется ночью, чтобы закончить начатое. Она берет Шинджи на руки, и отчаявшаяся Нана пытается напасть на нее через окно, но это бесполезно, и она решает как-то выбраться из запертой комнаты. Той ночью Юка возвращается в дом со своей армией зомби, чтобы прикончить Нану, но обыскав комнату, не находит ее. Она осматривает каждый уголок дома и даже проверяет трупы, но Наны там нет. Юка оживляет всех мертвецов и расставляет их по лесу, чтобы успокоить, но они не могут ее найти. Когда встает солнце, она забирает Шинджи обратно в общежитие, но там ее поджидает Нана. Она нападает на нее сзади, прижимает к полу, а затем достает из заднего кармана пластиковый пакет. Юка в ужасе, потому что в пакете были кусочки разорванного листа с метками, который был настоящей реликвией, с помощью которой она управляла Шинджи, а кулон был просто блефом. Нана говорит, что прошлой ночью, когда она пыталась выхватить кулон, Юка пыталась защитить свой карман, и это ее выдало. Она говорит, что ей нужно следовать за ней, потому что днем она беспомощна, и они подходят к обрыву. Там Юка спрашивает Нану, какими силами она воспользовалась, чтобы выбраться из запертой комнаты, и та отвечает, что вышла через парадную дверь. Когда она притворялась, что запирает дверь, она на самом деле откручивала болты, чтобы потом легко открыть ее. Она обманула всех, просто заклеив скотчем незапертый замок. Юка в шоке и спрашивает Нану, откуда она знала, что та собирается ее запереть, и та отвечает, что у нее была теория, и она рискнула, поверив в нее. Она рисковала жизнью, но в итоге это принесло плоды, и она подтвердила слабость Юки и выбралась из комнаты. Нана угрожает выбросить реликвию Синдзи в море, и Юка отчаянно умоляет ее этого не делать. Она обещает сделать для нее все, и Нана просит ее сначала вернуть ее яд. Юка делает, как ей говорят, но реликвии уже нет у Наны. Она в отчаянии и называет ее злодейкой за то, что та выбросила листок в море,
потому что теперь она никогда не сможет воскресить Синдзи. Но у Наны есть вопросы к Юки о смерти Синдзи. Она всегда подозревала, что в этой истории что-то не так, и подтверждает свои догадки, что Юка и Синдзи никогда не были вместе, пока он был жив. Она была просто жалкой сталкершей, которая убила его, чтобы сделать своей игрушкой после его смерти. Юка не выдерживает и признается в правде. Синдзи всегда ее ненавидел и был счастлив со своей девушкой. Она не могла этого вынести и подожгла школу, чтобы убить его. Когда она теряет остатки рассудка, Нена отравляет ее. Раньше она не бросала реликвию в море, но теперь она это сделала. Она просто хотела узнать правду о Юке и поняла, что та была ужасным монстром. После смерти Юки тело Синдзи начало разлагаться, и Нана поняла, что в лесу есть еще трупы. Она посмотрела на них и подумала, что если бы она заставила Юку использовать ее способности, чтобы узнать, что с ними случилось, то смогла бы разгадать тайны этого острова. Но она решила, что это не важно для ее миссии, и прошлое ее не волновало. Она начала думать, как можно использовать эти тела в своих целях, и придумала план. Она нашла в лесу девочку-забияку, которая пыталась поймать змею, чтобы съесть ее, потому что она фанатка Биара Гриллса. Нана напугала девочку, а потом рассказала ей о своей способности создавать яд, поедая рептилий. На нее было легко получить информацию от девочки, которая украла цветные контактные линзы у ее лучшей подруги Кори, и они сильно поссорились. Нана подумала, что это шанс, и сказала девочке, что ее подруга пришла извиниться, и как только та обернулась, Нана отравила ее. Она попросила у девочки пароль от ее телефона, если та хочет получить противоядие, и девочка назвала его. Но у Наны не было противоядия, чтобы дать ей. Девочка умерла, и Нана оттащила ее тело к остальным трупам в лесу. Теперь, когда у нее был телефон, она решила убить Каори и тщательно спланировала это. Она идет в свою комнату, возвращает украденные Тамриэлем телефоны и закрывает окно, чтобы их не унесло ветром. Затем она встречает Кею, который спрашивает, где она была вчера, и сообщает, что Юка и Синдзи тоже пропали. Нана плачет перед ним и говорит, что Юка погибла из-за нее, и Кея в шоке. Нана приводит в лес еще нескольких учеников и рассказывает им жуткую историю любви Юки и Синдзи, который уже мертв. Она утверждает, что узнала об этом, прочитав ее мысли, но неосторожно рассказала об этом Юке, которая пыталась ее убить. Нана ведет их к обрыву. Ей удается убедить Юку, что Синдзи любит ее даже после смерти, и она спрыгивает с обрыва, чтобы присоединиться к нему. Она притворяется, что плачет, а потом просит Жертреста сжечь Синдзи, чтобы его душа упокоилась. Она спрашивает Кею, можно ли ей это сделать, и он разрешает, потому что считает, что лучше присматривать за ней, чем изучать разлагающийся труп. После кремации Синдзи Жертрест сжигает и другие трупы по просьбе Наны, но Кея постоянно следит за ней и ничего не замечает. По дороге домой все думают, что Юка психопатка, но Нана утверждает, что она не преступница, а просто жертва. Она говорит о враге человечества, который скрывается на острове и овладевает слабыми людьми, и именно поэтому она совершила эти поступки. Все верят в ее бредовую историю, кроме Кеи. Он говорит, что в этой истории слишком много нестыковок, и даже если он в это верит, Нана все равно была замешана в преступлении. Он напоминает своим одноклассникам, что она так или иначе была причастна к исчезновениям и убийствам, и открыто высказывает свои подозрения. В этот момент они слышат крик девушки и бегут в общежитие, чтобы посмотреть, что случилось. Они находят напуганную девушку, которая указывает на тело Кари, подруги Наны. Кея осматривает тело и понимает, что она умерла около 2 часов назад. Нана была с ними в это время, и его теория о том, что она замешана во всех убийствах, рушится. Микуру хочет спасти Каору, но Кея кричит на нее, чтобы она остановилась, потому что это может быть опасно. Он просит ее принести аптечку из его комнаты и приказывает Нане все время стоять перед ним. Вскоре приходит Мичиру с аптечкой, и Кея начинает осмотр. Он замечает, что Кари пыталась выдавить себе глаза перед смертью и находит контейнер от ее контактных линз. Не теряя ни секунды, Кея выпивает жидкость из контейнера, и Нана в шоке. Она паникует, когда он начинает задыхаться от боли и яда, и открывает окно, чтобы впустить свежий воздух. Но даже яд не действует на его организм, и он быстро приходит в себя. Кея забирает контейнер с линзами, чтобы выяснить, какой яд был использован, и заявляет, что Кари убили из-за яда на ее контактных линзах. Он осматривает комнату в поисках улик и говорит, что поскольку Наны не было в классе раньше, она могла отравить футляр для линз. Он знает, что она устала, и если надавить на нее, она может в любой момент сломаться и рассказать правду. Но когда он расспрашивает других девочек о Кари, он узнает, что ее подруга Тамбура может создавать яды. Кея сразу же обвиняет ее в убийстве и отправляется
отправляется на поиски, но ее нет в комнате. Он меняет тактику и спрашивает Нану, не слышала ли она голос убийцы, когда убили Каори, и она отвечает, что ничего не слышала. Кей использует это заявление, чтобы доказать, что Каори убил человек, и его вывод загоняет Нану в угол. Затем Кей спрашивает о ее отношениях с Каори и Тамбуро и спрашивает, была ли она близка с кем-то из них. Нана сразу же отвечает, что раньше даже не разговаривала с ними, но потом понимает, что сказала не то. Она поправляется и говорит, что однажды разговаривала с Каори о том, что Макуру издевается над ней. Манна понимает, что когда они боролись с ядом, она без труда открыла сломанное окно в комнате. Ты, наверное, это заметил. Она чувствует, что выдала себя, но прежде чем Кея успевает что-то спросить, Микиру использует отпечаток пальца Кори, чтобы открыть ее телефон, и показывает, что Тамбура отправила ей сообщение, пока они были в лесу. Микиру считает, что Тамбура убийца, и просит Кею перестать подозревать Нану. Но он заявляет, что Нана действительно убийца, и это заставляет ее нервничать. Другие ученики тоже заходят в комнату, и Кея говорит, что сейчас все объяснит. Нана пытается сохранять спокойствие, потому что у Кеи нет доказательств, но его теория выводит ее из себя. Он считает, что сначала она убила Танги, а потом подложила отравленные линзы в комнату Кори. Что касается тела девочки Тем, то оно было среди других трупов, и Нана изуродовала его, чтобы никто не заметил, когда жиртрест его жег. После этого она отправила сообщение с телефона, пока они кремировали тела, чтобы у нее было алиби в этом деле. Нана нервничает, потому что теория Кью почти верна, и кричит, что у нее нет способа разблокировать телефон Тан. Кью отвечает, что она умеет читать мысли и могла легко узнать пароль, и Нана прижимается к стене. Кея говорит, что все это время следил за ней и уверен, что она еще не избавилась от телефона. Он делает шаг вперед, чтобы обыскать ее, и когда засовывает руки в ее карманы, Нана нервничает. Однако Кея ничего не находит, и Нана обвиняет его в домогательствах. Она все тщательно спланировала, как и предположил Кея, но была одна вещь, которую он не мог предвидеть. Она хотела отправить сообщение в нужное время, чтобы все выглядело так, будто это не она. Поэтому она создала таймер, используя разлагающееся тело зомби, и надеялась, что его гниющий палец нажмет кнопку отправки сообщения, пока она будет окружена другими людьми. Нана считает, что слишком рисковала, используя такой ненадежный план, но все получилось, и она совершила еще одно идеальное преступление. И даже доказала, что Кью ошибался перед всеми. Сейчас он смущен, и когда Микуру просит его извиниться перед Наной за то, что он ее подозревал, он смиряется с этим. Поскольку все на стороне Наны, он ничего не может сказать, но все равно сомневается в ней. Однако он чувствует, что здесь что-то не так, и Нана раньше вообще не использовала свои способности к чтению мыслей. Он соглашается поверить в ее теорию о враге человечества, но взамен забирает тело Кори для вскрытия на ночь. Нана и Ка пожимают друг другу руки, и она уверена, что ты никогда не узнаешь, кто создал яд, она или Танбро. Скоро наступит ночь, и Нана сидит у общежития, ожидая подходящего момента, чтобы избавиться от созданного ею яда. Благодаря убийству Кори она смогла избавиться от Кеи, но это привлекло к ней слишком много внимания. И теперь ее задача стала еще сложнее. Вскоре к ней подходит Микуру, и она воодушевляется, узнав, что Нана патрулировала общежитие, чтобы защитить его от врагов человечества. Она предлагает Нане немного отдохнуть и просит ее поспать. Нана поражена ее безусловной добротой и думает, что Микуру действительно хорошая девушка, но она все равно талантлива, поэтому должна умереть. Нана ненадолго засыпает, но потом Мичиру будет ее, спрашивая, действительно ли она может читать мысли и как она могла не заметить, что Нана собиралась сделать. Нана в шоке, когда видит, что Мичиру держит нож у ее шеи. Микиру спрашивает Нану, в чем ее настоящий талант, и Нана, успокоившись, отвечает, что это чтение мыслей. Но потом она замечает, что Микиру пытается ее обмануть, и отталкивает ее руку. Мичиру хвалит ее, говоря, что она хорошо подготовлена, а Нана угрожает, что закричит и обвинит ее в том, что она одержима врагом человечества, если та попытается что-то сделать. Однако Мичиру отвечает, что легко разоблачит ее ложь, потому что никто не поверит, что такая милая девушка может навредить своим лучшим подругам. В этот момент в класс заходят несколько девочек, и Мичиру уходит, бросив напоследок угрозу. Теперь Нана в ярости из-за того, что ее предали. На следующий день Микуру показывает Нане подарочную коробку и просит угадать, что в ней. Нана понятия не имеет, что там может быть, и говорит, что не может использовать свою силу, потому что очень устала. Микуру отвечает, что спросит ее за обедом, а потом после уроков. Она будет спрашивать ее, пока у Наны не закончатся отговорки, и тогда она признается, что не может читать мысли. В это время в класс заходит Кей с учительницей и говорит, что в следующий раз, когда ему позвонят из полиции, он должен будет прийти. Он видит, как Микуру пытается угадать, что в подарочной коробке, и Нана отвечает неправильно. Но потом она говорит, что все в классе думают, что Микуру любит ее.
Кея врывается в класс и снимает записку с надписью «Я люблю Нану», которая была приклеена к спине Микуру. Микуру смущена, но Нана говорит, что может читать мысли каждого, потому что они думают о записке. Кея не верит ей, но не может ничего сказать после того, как вчера облажался. Позже Нана приводит Микуру на утес и хвалит ее за то, что она доказала свои способности читать мысли перед всем классом. Но Нана хочет выяснить правду и спрашивает, где настоящая Микуру. Она замечает, что у девушки не зажила вчерашняя рана, а значит, это не настоящая Микуру, а кто-то другой. Фальшивая Микуру признает, что Нана права, но говорит, что она очень беспокоится о своей подруге, несмотря на то, что та серийный убийца. Манна в шоке, когда узнает, что фальшивая Микуру знает ее секрет. Она отводит взгляд и видит перед собой высокого мужчину в костюме. Мужчина представляется как Джин Татибана, человек, способный менять облик, и говорит, что он один из ее старших на этом острове. Он наблюдал за Наной с тех пор, как она приехала сюда, и теперь хочет заключить с ней сделку. Нана не может ему отказать, и он приводит ее в свое убежище. Он объясняет, что Микуру в безопасности и изолирована. Он ведет ее в свою пещеру и готовит кофе для них двоих, рассказывая, что живет здесь уже 5 лет. Он знает, что Нана серийный убийца, но все равно благодарит ее за убийство Юки, которая оскверняла тела его одноклассников, похороненных в лесу. Узнав об этом, Нана была потрясена, а затем Джин рассказал ей, что все это время он притворялся одним из двух бездомных котов на этом острове. Он знал о методах Наны, но хотел узнать, зачем она убивала людей. Джим решил, что ничего не добьется, даже если будет пытать ее, поэтому предложил обменяться историями. Он начал первым и рассказал Наню о гражданской войне среди талантливых учеников, которая произошла 5 лет назад. Он объяснил, что все началось с того, что одна девушка убила самого талантливого парня в классе, чтобы доказать свое превосходство. Ее разоблачили и выгнали, но потом она была убита своим парнем. Вскоре все начали сражаться, и ученики разделились на две фракции и воевали друг с другом, уверенные, что другая сторона одержима врагом человечества. Джин сказал, что никто никогда не говорил им о врагах человечества, которые проникли на остров, и они просто сражались друг с другом из-за своего воображения. Эта пещера была одной из безопасных зон, где прятались люди, которые хотели избежать войны. Учителя сбежали, как только началась битва, будто они это предвидели. Ученики, которые умели летать и плавать, последовали за их лодкой, но как только они отплыли от берега, их расстреляли военные корабли. Джин не покидал остров, поэтому выжил и решил спрятаться, пока все остальные сражались. Две группы воевали, и хрупкое равновесие сил не позволяло ни одной из них победить. Одну группу возглавлял предсказатель будущего, а другую тот, кто останавливал время, поэтому они не могли одержать легкую победу. В конце концов, все погибли, и Джим вернулся домой к своей бабушке, которая была его единственной семьей. Когда она увидела его, то подумала, что это призрак, потому что в новостях сообщили, что он погиб, сражаясь с врагами человечества. Тогда Джим понял, что правительство пытается убить талантливых людей, и улетел, прежде чем агенты успели его арестовать. Он вернулся на остров, и со временем сюда стали приезжать другие талантливые подростки. Он не мог устоять перед любопытством и шпионил за всеми, чтобы узнать, что происходит на самом деле. Но больше всего его заинтересовал новый ученик, Нана, и вскоре он узнал, что она убивает людей. Джим утверждает, что может легко доказать ее вину перед классом, но для этого ему придется раскрыть свою личность, которую он так долго скрывал. И это может даже привести к новой гражданской войне. Поэтому он хочет заключить сделку с Наной, он не будет ее разоблачать, а она расскажет правду о том, что здесь замешано правительство. Он разрешает Нане делать с одноклассниками все, что она захочет, но если она откажется от его предложения, он ее убьет. Но когда Джим пьет свой кофе, он внезапно падает, и Нана говорит, что не может иметь дело с дураками, которые не замечают, что их напитки отравлены. Джим, умирая, насмехается над ней, говоря, чтобы она доложила начальству о его странном случае, и Нана думает, что это неплохая идея. Она собирается позвонить в комитет, который ее сюда отправил, но кто-то отбирает у нее телефон. Она оборачивается и видит Кею, который говорит, что нашел устройство, скрывающее все ее секреты. Нана в панике и не понимает, как такое возможно, но потом видит Микуру, которая говорит, что это было частью представления. И Нана недооценила своего противника из-за своей самоуверенности. Нана ничего не понимает и пытается убежать, но ее нога примерзает к земле, и она не может двигаться. Когда она видит перед собой Кори, она понимает, что Джен превратилась в ее одноклассников и тоже может использовать их способности. Он сам это подтверждает, говоря, что не просто выжил в гражданской войне вместе со своими одноклассниками. Он победил в ней, и он не смог бы сделать это, просто переодевшись. Нана в ужасе от его силы и понимает, что раз Джин может использовать силу всех талантливых, он настоящий враг человечества, которого она должна убить. Нана паникует, когда Джин подходит к ее телефону, чтобы посмотреть, кому она звонила. Она знает, что хотя он потенциально самый могущественный человек из всех, кого она видела,
дело, он не всесилен, иначе ему не нужна была бы ее помощь. Она насмехается над ним, говоря, что он должен превратиться в нее, чтобы получить ее способности читать мысли, но Джин игнорирует ее. Лед на ногах Наны тает, и она освобождается и убегает, надеясь, что ей помогут ее одноклассники. Но Джим, превратившись в жертв треста, преследует ее и взрывает гигантским огненным шаром. Он бьет ее по голове, и Нана получает серьезные травмы. Джин подходит к ней и извиняется за то, что не смог контролировать свою силу, потому что у него не было практики. Затем он начинает рассказывать ей, что 5 лет назад один мальчик из их класса заявил, что все талантливые – это дьявольское отродье и их нужно убить. Он говорит о количестве потенциальных жертв, и поскольку то же самое написано на ее смартфоне, Джин уверен, что Нана как-то связана с ним. Он предполагает, что у них может быть один и тот же работодатель, и просит Нану позвонить им за помощью. Она все еще пытается понять его и просит убить ее, а затем превратиться в Юку, чтобы оживить ее, если он хочет узнать ее секреты. Он тоже знает, чего она хочет, но говорит, что вместо того, чтобы обманывать друг друга, они должны доверять друг другу и работать вместе. Чтобы показать свою добрую волю, он обещает, что отпустит ее сегодня вечером, если она расскажет им о своей семье. Нана рассказывает о своих родителях, которых убил враг человечества, и о своем старшем брате, которого она никогда не видела. Джим замечает, что она довольно спокойно говорит о своем травмирующем прошлом, но она отвечает, что не хочет, чтобы ее прошлое тяготило ее. Вскоре после этого она теряет сознание, и когда Джин поднимает ее, он говорит, что в ее классе, наверное, много сумасшедших и высокомерных людей. И когда начнут появляться трупы, сумасшедшие покажут свое истинное лицо. Он предупреждает ее, что она здесь не единственная убийца, и Нана теряет сознание. Она приходит в себя в комнате Микуру, которая очень за нее волновалась, и объясняет, что нашла ее без сознания у двери и обработала раны. Нана отвечает, что преследовала врага человечества и хотела его убить, но едва спаслась. Она благодарит Махуру, думая, что именно поэтому та до сих пор не убила ее, но невинная девушка спрашивает, как она может с такой решимостью сражаться с врагами. Воспоминания о прошлом возвращаются к Нанё, когда она думает о смерти своих родителей и на мгновение теряет самообладание. Она решает рассказать Микуру историю об убийстве ее родителей, и та начинает плакать и убегает в ванную, чтобы еще немного поплакать. Через некоторое время она возвращается и предлагает Нанё бесплатную терапию, но та решает не говорить ей правду, потому что это может навредить Микуру. Нана рассказывает, что однажды ночью в их дом проник грабитель, а на следующее утро она нашла своих родителей мертвыми. Она говорит, что грабитель на самом деле был врагом человечества в человеческом обличии, и поэтому она их ненавидит. Микуру сочувствует ей и наконец понимает, почему она так безрассудно ведет себя, сталкиваясь с врагами. Видя ее доброту, Нана хочет дать Микуру шанс, несмотря на то, что та убила много людей. Но потом она пытается убедить себя, что даже у такой ангельской девушки, как она, должна быть темная сторона. Нана продолжает твердить, что это она виновата в смерти своих родителей, потому что узнала от полиции, что грабитель проник в их дом, потому что она забыла закрыть окно. И это оставило у нее травму. Позже в тот же день проходят похороны Юки и других, кто недавно умер. Микуру плохо себя чувствует, и Нана думает, не это ли побочный эффект от ее необдуманного использования исцеляющих способностей. Ночью, когда Нана думает, кого бы ей еще убить, к ней в комнату заходит Джин. Она спрашивает его, почему он не вылечил ее, если собирался спасти, и он отвечает, что не хотел ее облизывать, потому что она не мылась. Настоящая причина в том, что он, как и Микуру, не мог справиться с побочными эффектами исцеления. Тогда Нана узнает, что Джин копирует не только способности других, но и их недостатки. В этот момент Микуру стучит в дверь, и Джин превращается в кота, когда Нана впускает ее в комнату. Микуру говорит, что не может уснуть из-за недавних убийств и хочет остаться на ночь. Она хвалит Нану за то, что у нее в комнате чисто, но замечает, что Нана хочет поговорить о своем детстве. Микуру признается, что не понимает, что Нана рассказывала ей о смерти своих родителей и хочет узнать об этом больше. Джин тоже хочет узнать что-то новое, и Манна не против рассказать ему о своем детстве. Она говорит, что была обычной девочкой, которая любила мангу и предпочитала интеллектуальные игры, например, шахматы, но так как ей не удавалось найти достойных соперников, она играла в основном сама с собой. Она оставляла комнату в беспорядке, и родители часто ругали ее за это. Однажды ночью она выпрыгнула из окна и побежала в круглосуточный магазин за последним выпуском своей любимой манги. Вернувшись домой, она читала мангу, пока не заснула и забыла закрыть окно, поэтому грабитель проник в дом. На следующее утро она проснулась от запаха крови и увидела в гостиной мертвые тела своих родителей. Нана вспоминает о своей травме и винит себя в их смерти, но Миру берет ее за руку, чтобы успокоить, и они смотрят друг на друга. На следующее утро Нана просыпается и видит, что Мичиру все еще в ее комнате, и Нана теряется в догадках. В этот момент в комнату врывается Хьюа и спрашивает Мичиру, была ли она здесь всю ночь. Она отвечает, что была здесь с Наной всю ночь, и он сразу же просит их пойти с ним в общежитие для мальчиков.
Там их уже ждут несколько студентов, которые подчиняются его приказу. Он приводит Нану и остальных внутрь и показывает им, что прошлой ночью был убит еще один студент. Он спрашивает Нану, что ему делать дальше, но она не знает. Она не имеет никакого отношения к этому убийству и понимает, что предупреждение Джина сбылось. Все на взводе, и Кюэ объясняет, что жертвой был Рюдзи, и он осмотрел его перед тем, как позвать Нану. Его горло и спина были разрезаны острым лезвием. Кея сначала спрашивает толстяка, который был соседом жертвы, слышал ли он что-нибудь прошлой ночью. Толстяк отвечает, что он был со своими приспешниками и читал им нотации, так что никто из них ничего не слышал из-за его громкого голоса. Кея не исключает, что все они причастны к убийству, и на всякий случай спрашивает их о способностях. Толстяк в ярости отказывается сотрудничать, но Нана убеждает его помочь Кее. Первый приспешник обладает способностью подражать другим, чем он и пользовался, чтобы флиртовать со своим боссом и голосом Наны. Второй парень обладает способностью покидать свое тело в астральном виде, и он демонстрирует это, смывая воду в унитазе. Третий парень слабак, у него мало сил и еще меньше мозгов. Затем Кея вызывает первого, кто увидел тело, подругу Рюдзи Сирана. Он просит ее продемонстрировать свои способности, и она нервничает. Кея говорит, что она станет главной подозреваемой, если откажется сотрудничать, и Сирана просит их выйти, чтобы она могла показать свои способности. Она объясняет, что может направлять воздух для атаки, и Кея просит ее проверить свои способности на нем. Сирана не хочет, но он убеждает ее, что не умрет, и ей не нужно беспокоиться. Она соглашается и делает несколько движений, чтобы нанести ему мощный воздушный удар. Кея получает ранение в грудь и отлетает в сторону, но быстро исцеляется. Он хвалит Сирана за силу и точность и спрашивает, почему она не использовала свои способности в комнате. Она отвечает, что для этого нужна вентиляция, и Кея сразу вспоминает, что окно Рюдзи открыто, и начинает подозревать Сирана в убийстве. В этот момент учитель прибегает за Кеей, потому что ему звонят из начальства. Кея уходит, чтобы обо всем доложить, но Нана считает, что он просто тратит время. Она возвращается на место преступления с Микуру и пытается что-то выяснить, но ей становится скучно, и она решает оставить это Кее. Микуру спрашивает, почему она так усердно работает, и Нана чувствует, что с ней что-то не так. Она думает, не начала ли Микуру подозревать ее, но за обедом Микуру предлагает ей переехать к ее семье после окончания учебы на острове. Она пытается убедить Нану, что ее родители будут рады ей, но та злится и напоминает ей, что она была слишком резка. Бедная Микуру в шоке. Нана возвращается в свою комнату, думая, что в последнее время она слишком эмоциональна. В этот момент к ней заходит учительница и говорит, что принесла новую форму, так как старая была испорчена. Нана вдруг вспоминает, что в старой форме у нее была бутылочка с ядом, и догадывается, что Микуру нашла ее, когда лечила ее. В этот момент к ней заходит Кея и говорит, что Микуру приходила к нему и выглядела обеспокоенной. Нана замирает от страха, думая, что могла отдать пузырек с ядом Кея, но, к счастью, ничего ему не сказала. Нана думает, что Микуру сомневается, стоит ли ей рассказывать. Кея прерывает ее мысли и просит пойти с ним, так как он хочет допросить Сирана. Учительница также сообщает Кее, что его слова возымели действие, и власти уже отправили кого-то разобраться в ситуации. Нана паникует, услышав это, и думает, что должна убить как можно больше людей, пока не поздно. Затем Нана и Кея допрашивают Сирана, чтобы проверить ее алиби, и она утверждает, что была с другом в ночь убийства Юдзи. Их отношения тоже были не очень хорошими, и он отдалился от нее, потому что многим девушкам нравилось его чувство юмора. Кея выходит первым, а Сирана плачет и просит Нану помочь отомстить за ее парня. Кея спрашивает Нану, не лгала ли Сирана. Он позвал ее сюда только для того, чтобы воспользоваться ее способностью читать мысли. Но Нана не хочет говорить ничего, о чем потом пожалеет. Она отвечает, что не может сосредоточиться, чтобы прочитать его мысли, но она уверена, что Сирана не мог убить Рюдзи, потому что она провела ночь с другом. И Жертрест и его друзья избили бы ее, если бы она что-то сделала вечером. Однако Ка все еще подозревает ее и думает, что Сирана убила Рюдзи во время лекции Жертреста. Утром окно и свет были открыты, и Нана предполагает, что Рюдзи боролся с убийцей. Кея отвечает, что у Рюдзи была способность уменьшаться до размеров муравья, чтобы избежать драки, поэтому на него могли напасть только из-под тишка. Он уверен, что Сирана легко могла подкрасться к нему и убить его своими клинками ветра, а беспорядок в комнате был побочным эффектом ее атаки. Нана соглашается с его доводами, поэтому оставляет расследование ему и решает разобраться с Микуру. Она идет в комнату Микуру и видит, что та сейчас в душе. Нана решает поискать пузырек с ядом, но ничего не находит. Она замечает дневник Микуру и боится, что та могла написать в нем все, что произошло. Если дневник попадет в чужие руки, они легко смогут раскрыть ее преступление. Но когда Нана начинает читать, она понимает, что Микуру всегда видела в ней только добрую и сильную девушку. Она просто хотела помочь ей и сделать ее хоть немного счастливее, и Нана чувствует себя обиженной, прочитав такие трогательные слова. Внезапно за ее спиной появляется Джин с пузырьком яда и разочаровывается, что Нана заподозрила Микуру в предательстве. Он возвращает ей пузырек с ядом, и она спрашивает, зачем он это сделал.
Джим отвечает, что его цель — человек, который превратил ее в убийцу, и он хочет, чтобы она отвела его к этому человеку. Он говорит ей, что ей нужно лучше заботиться о своей подруге, которая слишком долго не выходит из душа. Нана вдруг понимает, что Микуру слишком долго не выходит из ванной и вбегает туда, чтобы найти ее без сознания в ванне. Нана подбегает к ней и видит, что она еще жива. Она в панике пытается спасти ее и убеждает себя, что если Микуру умрет, то это плохо скажется на ее миссии. Нана укладывает ее в постель и замечает, что у нее сильный жар. Она беспокоится за нее, и сомнения медленно закрадываются в ее сердце, когда она думает, почему Микуру так странно себя ведет. Она идет к учителю за помощью и узнает, что на острове нет врачей, а единственный местный житель уехал на материк из-за страха перед серийным убийцей. Он советует ей попросить помощи у Кеи, но тот тоже отказывается идти с ней, так как занят вскрытием тела Рюдзи. Нана просит его хотя бы дать ей жаропонижающее, и он дает ей то, что у него есть. Нана бежит обратно в комнату, но останавливается в кафетерии, чтобы взять воды и питательной еды для Микуру. Она стучит в дверь, но никто не отвечает, поэтому она врывается и ранит палец о стекло. Она возвращается в комнату с водой и едой и ухаживает за Микуру. Вскоре после работы Кея приходит к Микуру, но не находит ничего подозрительного и предлагает Нане не давать ей спать. Кея замечает, что в комнате беспорядок, и подозревает Нану, которая говорит, что искала одежду Микуру. Он сомневается в ней, а потом вспоминает, что Мичиру хотела ему что-то сказать, и подозревает, что она что-то знает о Нане. Позже Кея заходит в комнату Ринтара, парня, который умеет выходить в астрал. Они обсуждают детали убийства, и Ринтара сообщает, что вокруг школы были найдены мертвые животные, убитые тем же способом. Кея выбрасывает мусор, чтобы найти какие-нибудь улики, но ничего не находит. Нана весь день ухаживает за Микуру и с облегчением замечает, что у нее спала температура. В этот момент к ней в комнату заходит Сарана и спрашивает, все ли в порядке с раной Микуру, потому что она чувствует, что ее состояние как-то связано со смертью Рюдзи. Нана начинает подозревать Сарану, когда та просит ее отдохнуть и предлагает присмотреть за Микуру. Сарана отказывается, думая, что Микуру может быть как-то причастна к убийству, и Сарана пытается от нее избавиться. Нана хочет защитить Микуру и снова переживает из-за своих противоречивых чувств. На следующее утро Микуру наконец просыпается и рассказывает Манне, что прошлой ночью к ней в дверь постучались две кошки, и одна из них была сильно ранена. Она вылечила раненую кошку, но потом почувствовала себя очень слабой и потеряла сознание в душе. Нана понимает, что одна из кошек была Джин, и задается вопросом, не он ли был ранен. Затем она спрашивает Микуру, почему та была такой беспокойной, и Микуру отвечает, что ей было плохо, и она пошла к Кее за лекарствами. Нана говорит ей, чтобы она отдохнула, но потом Микуру замечает, что у нее порезана рука, и Нана встает, чтобы ее залезать. Нана в панике отдергивает руку и кричит, чтобы Микиру и Валетта исцелились естественным образом. Он напоминает ей, что использование ее силы сокращает ее жизнь. И хотя она выглядит сердитой, она просто беспокоится о ней. Микиру удивлена, но разряжает обстановку, говоря о жуткой прическе Наны, и девушки смеются и сближаются друг с другом. Тем временем Джин нашел человека, который убил Рюдзи и животных вокруг школы. Он говорит убийце, что тот может делать все, что угодно, но только с его одноклассниками, а не с животными, потому что он либерал и больше заботится о животных, чем о людях. Убийца не пытается. Джин Мин думает, что ничего не нашел в телефоне Наны, кроме потенциальных убийств, которые кажутся ему просто случайными бессмысленными цифрами. Он считает, что тот, кто придумал эту концепцию, просто дурачил людей, и он заставил Нану стать убийцей номер 2. Теперь Джин хочет узнать, кто за этим стоит. С другой стороны, Нана решает оставить Мичиру в покое, когда обстановка становится более непринужденной. Однако Мичиру хочет, чтобы она осталась подольше, потому что ей с ней комфортно. Нана обещает вернуться после того, как быстро примет душ, но она думает, что слишком сильно поддается своим чувствам, и если бы ее наставники увидели ее такой, они бы жестоко наказали ее, поэтому она планирует перестать привязываться к Микиру. Через несколько минут Нана возвращается в свою комнату, и они играют в японские шахматы. Она спрашивает, почему она такая добрая и хочет помогать всем, и Микуру отвечает, что, по ее мнению, каждого можно спасти. Затем Нана спрашивает ее о Хитоми, которую Микуру упоминала в своем дневнике, но она говорит, что прочитала об этом в ее мыслях. Микуру вспоминает, как 3 года назад, когда она училась в обычной школе, она исцелила одноклассника, но о ней пошли неприятные слухи, что она любит лизать незнакомых людей. Мичиру была в депрессии и пошла под мост, чтобы успокоиться, где она спасла раненую собаку. Там она встретила Хитоми, девушку, которую все боялись из-за ее репутации. Микуру хотела убежать, но Хитоми поймала ее и поблагодарила за спасение собаки. Микуру поняла, что вопреки общественному мнению Хитоми была очень доброй, и они сразу же подружились. Хитоми защищала ее от хулиганов и проводила с ней время, помогая ей
ей поверить в себя и использовать свои способности, чтобы помогать другим. Но со временем они стали реже видеться, потому что обе были заняты. Однажды Хитоми спросила Мичиру, может ли она использовать свои способности, чтобы вылечить ее мать, которая серьезно больна. Мичиру ответила, что не может использовать свои способности для лечения болезней и ядов, и Хитоми выглядела разочарованной. После этого они стали видеться реже, и Микуру использовала свои способности, чтобы лечить людей в клинике своих родителей, пока однажды не переутомилась и не потеряла сознание. Ее положили в больницу, где она встретила Хитоми и узнала, что у нее рак. Мичиру была в отчаянии, когда узнала об этом, и много плакала, а Хитоми весело ее утешала. Вскоре после этого она умерла, и долгое время Микуру чувствовала себя бесполезной, когда ее лучшая подруга нуждалась в ней, поэтому она хочет еще больше развить свой талант. Нана хочет услышать ее историю и внезапно выходит из комнаты. Она плачет, глядя на количество потенциальных жертв Макуры, и начинает сомневаться во всем, чему ее учили о талантливых людях. Нана возвращается в свою комнату и вспоминает, как жестоко с ней обращались родственники после смерти родителей, и они открыто обвиняли ее в этом. Она плакала, пытаясь возразить им, но таинственный человек, который стал ее учителем, заставил ее принять вину и превратил ее в оружие. Воспоминания Наны прерываются, когда Микуру заходит в ее комнату. Она смущается и говорит, что хотела поговорить с ней раньше, но не решилась. Микуру набирается смелости и снова спрашивает Нану об убийстве ее родителей. Она хочет знать, не наступила ли Нана на что-нибудь, когда проснулась, и Нана понимает, что когда она выходила ночью из комнаты, там был беспорядок, а утром все было чисто. Микуру рада, что Нана это поняла, и предполагает, что родители, должно быть, убрали в комнате, пока она спала, и поскольку они всегда ругали ее за то, что она не закрывает окна, они, должно быть, закрыли их. Нана думает, что это неплохая теория, но все равно винит себя в случившемся. Макира злится на Нану и говорит, что это не ее вина. Она успокаивает Нану и обнимает ее, говоря, что не виновата в смерти ее родителей. Нана в шоке, потому что только сейчас поняла, что Микуру волновалась за нее все это время, а она сомневалась в ней. Она спрашивает, заслуживает ли такая, как она, такой доброты, но Микуру говорит, что всегда будет ее другом. На следующий день на остров прибывает корабль с припасами, и когда Нана идет за покупками с Микуру, она наконец принимает ее как друга. Она хочет подарить ей что-нибудь и выбирает симпатичный карандаш. Когда они возвращаются в общежитие, Нана дарит Микуру этот карандаш. Микуру очень рада и дарит Нане подушку, чтобы ей было удобнее спать. Нана извиняется за то, что накричала на нее, и Микуру легко прощает ее. Позже, когда Нана сидит в комнате и размышляет об их дружбе с Микуру, в окно стучит Джин. Она впускает его, и он говорит, что у него есть информация о Микуру, и он расскажет ей, чтобы она была ему должна. Чин признается, что видел, как Микуру шла на пляж и принял облик жирного, чтобы узнать больше. Микуру сказала ему только, что собирается с кем-то встретиться, но отказалась назвать имя, потому что это секрет. Нана понимает, что ее подруге, возможно, грозит опасность, и сразу бежит к ней, но останавливается у общежития, думая, что не сможет помочь миру в одиночку. Она не уверена, что сможет убедить своих одноклассников помочь ей так быстро, но потом решает, что Кея наверняка ее послушает. Тем временем Митру подходит к пляжу, и кто-то внезапно бьет ее по лицу. Она слышит только голос мальчика, но не видит, кто на нее напал. Голос говорит, что он ненавидит красивых и милых людей и хочет их всех уничтожить. 2 дня назад он пытался убить кошку, но Мичиру ее вылечила, поэтому он решил сначала убить ее. У Мичиру подкашиваются ноги от страха, и убийца снова нападает на нее. С другой стороны, Нана бежит к своей подруге, когда ей звонит наставник, пугающий мужчина, чей голос возвращает ее в дни тренировок. Мужчина просит ее отчитаться, и она нервно отвечает, что все идет хорошо, и сейчас она тренирует талантливого человека. Наставник говорит ей, что комитет доволен ее действиями, и после того, как она закончит обучение, она получит награду, с помощью которой сможет осуществить свою мечту и основать стипендию для детей-сирот, пострадавших от врагов человечества. Он заканчивает разговор, и Нана, кажется, снова поддается промыванию мозгов. Она говорит, что ей не нужны друзья, и ей все равно, если Микуру умрет. Но когда Мичиру убегает от нападавшего, она уверена, что Нана придет и спасет ее. Нападавший отвечает, что Нана не придет, и что она всегда ей лгала. Он говорит, что она что-то скрывала ото всех, и что у нее очень темная душа. Мичиру злится, услышав это, и отвечает, что не потерпит клеветы на свою лучшую подругу. Убийце надоело играть с ней, и он снова нападает на нее. Но тут внезапно Нана встает перед Микуру и заслоняет ее от смертельного удара. Она серьезно ранена и говорит, что хотя сначала и сомневалась в Сирана, она никогда не была убийцей Рюдзи. Настоящим убийцей был Рентера, парень, который мог покидать свое астральное тело и совершать убийство ножом, пока его тело было в другом месте. Астральное тело Рентера замечает, что она была права, и спрашивает, почему она раньше ничего об этом не сказала, ведь она точно читала его мысли во время расследования убийства Рюдзи. Нана не может ответить, но Рентера снова бросается на нее.
Мичиру хочет исцелить ее, но Нана все еще не сдается и получает еще один удар ножом. Она говорит Микуру, чтобы та убегала, но Микуру не хочет оставлять ее одну. Нана насмехается над Рентера, говоря, что без ножа он беспомощен. Он теряет самообладание и снова нападает на нее, но она в последний момент оборачивается и хватает его за руку. Нож застревает у нее в плече, и Рентера не может его вытащить. Нана говорит Микуру, чтобы та убегала, и уверяет, что он не причинит ей вреда, потому что она устроила ему ловушку. Мичиру настаивает, что не уйдет, но Нана огрызается и называет ее глупой собакой. Она говорит ей еще более обидные вещи, например, что никогда не считала ее подругой и что она жалкая и отвратительная. Нана говорит ей, что она еще один серийный убийца, как и Рентера, и что раньше она просто манипулировала ею. Микки плачет и убегает, а Нана перестает сопротивляться убийце, как только он исчезает из виду. Рентаро спрашивает ее, какую ловушку она для него приготовила, а она только смеется. Она знала, что он просто трус, который не осмелится преследовать Микуру, если она скажет ему, что его жизнь в опасности, поэтому она блефовала насчет ловушки. Поняв, что его обманули, Рентаро приходит в ярость и снова нападает на нее, но тут кто-то хватает его за горло. Кюэ нашел его физическое тело в школьном туалете и душит его, чтобы вернуть его астральное тело сюда. Несколькими минутами ранее Нана подошла к Кюэ со своим планом. Она сказала, что слышала внутренний голос Рентаро и сообщила Кее, что он их серийный убийца. Сейчас он нацелился на Мичиру, и она хочет спасти ее, разоблачив настоящее тело Рентаро. Нана сказала Кее, что может рассчитывать только на него, потому что остальные ей не поверят. Кея согласился помочь ей, нашел Рентаро, но, похоже, он опоздал. Нана лежит в луже собственной крови, думая, что все испортила из-за своих эмоций. Она выдала себя Микуру, и теперь она на пороге смерти. Нана чувствует, что заслуживает такой смерти за убийство невинных людей, таких как Накадзима и Йохей. Когда она постепенно теряет сознание, она видит своих родителей и говорит им, что счастлива, потому что наконец-то завела себе первого друга. Но она видит, как Мичиру плачет над ее телом и пытается использовать свои силы, чтобы исцелить ее. Она не просто исцеляла ее, а пыталась вернуть ее к жизни. Нана хочет остановить ее, потому что это может быть опасно для ее жизни, но она ничего не может сказать. Микуру вкладывает все свои силы в исцеление Наны, и из ее тела исходит яркий золотой свет, когда жизнь возвращается к Нане. Через несколько мгновений Нана полностью исцеляется и встает на ноги, но когда она оборачивается и смотрит на Микуру, то видит, что та сидит неподвижно. Нана подходит к ней и пытается услышать ее сердцебиение, но ничего не слышит. Микуру умерла, спасая ее. Сердце Наны разрывается, когда она вспоминает все моменты, которые они пережили вместе. Она